«Динамо» после побед в матче за Суперкубок России над казанским «Зенитом» не упустила возможности в привычной себе групповой форме подколоть своего более титулованного соперника. Казанцы без ответа не остались, но сделали это в более легкой и шуточной манере. Подобные вещи часто можно увидеть в футболе, а в волейболе, к сожалению, такой активности на СММ-поприще не так много, что существенно сказывается на популярности данного вида спорта у нейтрального зрителя. Но сейчас все же хотелось бы поговорить про спортивную составляющую данного события. Поскольку матч прошел уже давно, то смысла пересказывать происходившее там нет. Тут я коротко попытаюсь пройтись по основным моментам этого поединка. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Болельщики «Зенита» давно желают видеть в составе Андрея Сурмачевского. А тут как раз доигровщик отлично показал себя на спартакиаде, да и Сэм Деру пока не до конца восстановился от операции на колене. Андрей и стал самой заметной фигурой в сверхдраматичном первом сете, где «Зенит» победил со счетом 35-33. У «Динамо» блистательную игру продемонстрировал Антон Семышев, который занял место травмированного Дениса Богдана. Он был самым результативным на подаче, а также был очень эффективен в атаке, но в первом сете его усилий не хватило. Было видно, что Кристенсен пока не до конца набрал форму после полученной травмы, особенно это сказывалось на передачах за голову. Если Сурмачевский в сложных ситуациях находил выигрышные решения, то вот у Михайлова это получалось не всегда, что также сказалось и на качестве подачи диагонального. Так что вся нагрузка сводилась на доигровщиков «Зенита». Именно они и перенесли победу в таком затяжном игровом отрезке. Во втором сете гости начали активно давить своего соперника блоком. Сперва это позволило «Зениту» создать стартовый гандикап, а после того, как «Динамо» счет сравняла, казанский блок вновь вернул привычную для себя разницу на табло. А после этой ошибки от Павла Панкова уже могло показаться, что у москвичей шансов в этом сете не осталось. Но всего за две серии подач от Семушева и Сентискиса счет из 16-20 превратился в 25-23, что позволило хозяевам выровнять положение в матче. Основной тактической ошибкой «Зенита» стало то, что Кристенсен всеми силами пытался разбудить Максима Михайлова, совершенно забыв про Дмитрия Волкова. Доигровщик получил всего две передачи, поэтому и подача в концовке у него не получилась, а также он результативно ошибался в приеме, что и не позволило «Зениту» победить. Ну и немножко оффтопа. Команды в этом сете успели обменяться попытками фейк-атак, но динамовцы тут оказались чуть более успешны. Американский связующий все-таки вспомнил про Волкова и начал активно использовать его в нападении. Это позитивно отразилось на эффективности атаки гостей, а также на подаче самого игрока. А это все на фоне потрясающего Сурмачевского. Но в этом игровом отрезке уже Михайлов был обделен передачами, так что диагональный так и не смог нащупать свой нужный ритм игры. Поэтому ничуть не удивила ошибка Максима в концовке, а также простая подача, что позволило «Динамо» закрыть сет 25-23. Зато у хозяев диагональный отработал выше всяких похвал. Соколов забил практически все мячи, что адресовал ему Павел Панков. Болгарин доказывает, что не зря остался в России. Также нельзя не отметить огромный вклад Керминена в победу «Динамо» в третьем сете. Пусть работа либера не всегда заметна, но огромное количество спасений в защите, особенно в ключевые моменты, просто должны заставить нас вспомнить про этого замечательного игрока. Вербов, несмотря на все подвиги Волкова в атаке, решил заменить того на Деру в пользу более надежного приема. А то Кристенсену уже надоело бегать из стороны в сторону. Бельгиец со своими задачами справился, а также Сэм был очень полезен в атаке в концовке сета. Соколов свою лучшую игру оставил в третьем сете. В четвертом игровом отрезке блокирующие очень плотно работали с Феданом, что не позволило тому активно набирать очки. Так что все, что ему оставалось, так это попытаться спасти сет своей подачей, но было уже поздновато. А вот Сурмачевский наконец-то смог добавить своим атакам еще и очков на подаче. Для этого ему пришлось прибегнуть к укороченному варианту, что не очень свойственно для Андрея. Пятый сет оказался абсолютно провальным для «Зенита». Блок несколько раз остановил атаки Сурмачевского и Деру, а вышедший на замену Волков успел лишь отметиться ошибкой на подаче и двумя ошибками в атаке. Бельгиец тоже успел найти свой вклад в победу своего бывшего клуба. Дважды пытаясь отдать передачу на Михайлова в четвертую зону, он ошибся, а также попал под блок при попытке атаковать со второго мяча. Вроде немного включился в борьбу Максим Михайлов, но очки от диагонального нужны были Казани куда раньше. Павел Панков, используя тактическую подачу, дважды заставил принимать Майку Кристенсена. И именно в этот момент динамовцы и начали создавать свой отрыв. Отличное стратегическое решение от связующего. Сперва начну с чего-то неприятного. Все-таки хотелось бы, чтобы в России матчу за Суперкубок уделялось больше внимания, а не то, что происходит сейчас. Его просто втыкают в программу регулярного чемпионата, и многие зрители даже не знали, что команды разыгрывали здесь трофей. Тем не менее, этот кубок в красивейшем поединке завоевала московская «Динамо», с чем мы их и поздравляем. Матч был огненный, лишь пятый сет не порадовал нас наличием какой-то интриги.
Один из худших матчей за последнее время провел Михайлов. Максим набрал всего 11 очков, причем большую часть именно в 5-м сете. Отчасти это было связано с тем, что блокирующие очень плотно за ним следили, оттого доигровщики Зенита получали чуть больше свободы. Основной проблемой Зенита стал прием, поэтому часто нападающие оказывались в тяжелых условиях. Особенно это сказалось на тайбрейке, где решения в этих ситуациях они не находили. Динамо выглядело более цельным коллективом, каждый игрок внес значимый вклад в победу своей команды, но разве что Ярослав Подлесных был не так активен, как обычно. Вот, наверное, все, что хотелось бы мне сказать про Суперкубок России. Если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте под ним лайк. Подписываться на канал не спешите, потому что с ноября я все русскоязычные видео буду выпускать только на Рутубе и Яндекс.Дзен. Причину я озвучил в своей группе Telegram, так что выбирайте более удобную для вас площадку, чтобы продолжать следить за моим контентом. Надеюсь на ваше понимание. На этом канале будут выходить видео на английском языке, так что если вы их не планируете смотреть, то даже можете отписаться, потому что YouTube важнее активная аудитория, чем просто количество неактивных подписчиков. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.